Жили ли вы когда-нибудь в общежитии? Ну, не коснулась меня тема, на самом деле, общежития, вот этой всей такой институтской учебной темы. Я бы не жил в общежитии, я жил бы на улице. Настоящее общежитие было у меня дома, в квартире, когда в какой-то момент на кровати помещалось 12 человек команды, потому что мы куда-то отправлялись на съемки, отправлялись в туры, и мы все колесили прямо в моей маленькой комнатке. Поэтому настоящее общежитие такое длилось... когда на Евровидении мы готовились тоже, все жили в одной квартире. Это был кошмар просто. А как вы быт, например? Вот быт этот разрушает все на свете, поэтому мы, слава богу, вот на данный момент все разъехались и живем все отдельно. И все замечательно. Тогда ссорились? Очень много ссорились, потому что все-таки мне вообще тяжело находиться рядом с людьми, с большим количеством людей, потому что все-таки я очень люблю очень свою какую-то компанию, свою территорию, место, где я могу творить, писать музыку, заниматься чем-то своим, что-то читать, изучать, и я должен находиться сам. Поэтому это было тяжело. Я не хотел бы так жить с большой компанией людей. У цього хлопця точно 12 з хімії. 10. Що 10? Йому 10 років, в нього ще немає хімії. А в мене вже її немає. Я вірю в тебе. Хіміч. Генії хімії! Найепатажніший український співак Меловін! Проти нього гратиме знавець хімії Дмитро Мартинович. 10 років Куяльник. На самом деле, просто я любил все химичить, все смешивать. Для меня это была просто какая-то магия, поэтому я просто любил вот все, чтобы как-то красиво происходило, дымелось. Мама это не любила, конечно. Родители не хотели, чтобы я был химиком, потому что дома у меня было очень много взрывов. Это правда, то, что у меня очень дома много колб, реактивов, это больше всего в Одессе, а в Киеве я уже больше по парфюмерии, а не по химии. Взрыв водорода с кислородом прямо в квартире, прямо в доме. Был очень громкий такой взрыв, мама прибежала, я сказал: мама, эта книжка у меня упала громко. Мама один раз после взрыва взяла все, выкинула. После этого я поехал в магазин, опять все купил. Прятал под столом, прятал какие-то порошочки, которые продавали все это все в маленьких таких пакетах, типа медный купорос и все остальное. Все клал себе под ковер в комнате. Были повреждения всех металлических запчастей от тумбочек, потому что они все окислялись. И у меня была рана на ухе. Очень мило. Химия еще не была у нас, но я обожал смешивать все. Крахмал с йодом, смотрел какие-то видео в YouTube, потому что было все в доступе. Поэтому химию я люблю еще до начала химии в школе. И не пробуйте, пожалуйста, кислоту на вкус. Вы это делали? Да. Какая же она на вкус? И мне кажется, я знаю на вкус соляную, азотную, серную и уксусную кислоту. Серная похожа на лимонную кислоту, кстати. Соляная похожа очень сильно на хлорку. Чуть-чуть отдает. Боже, фу, вообще, что это? Сейчас скажу еще. Азотная напоминает очень сильно вкус железа, металла такого противного. После второго просмотра фильма «Парфюмер» меня все вдохновило. На следующий день я поехал сразу в магазин, купил все отдушки, масла, парфюмерный стол и начал просто по капельке все смешивать и ощущать, надевать на себя запахи. Первый парфюм назывался Black Gas. Мы продались около 400-500 флаконов были куплены. Это был для меня фурор и успех. Дальше я планирую выход второго парфюма под названием Octopus, уже ближе к новому материалу, к новому альбому. Женский парфюм, который я терпеть не могу. Коко Шанель номер 5, который все офигевают от запаха. Это самый отвратительный для меня запах, который может вообще существовать. Не обижайтесь тех, кто любит. Я очень люблю запах уда, амбры, сандала. Короче, пряная, древесная, восточная. Во-первых, я знаю, что будет моментик, где должен получиться больше столб пены. Я такое проходил, я такое делал. Но я все равно очень сильно переживаю, потому что этот умный мальчик может все мне испортить. Вообще, на самом деле, ничего не боюсь проигрывать, потому что, во-первых, это ребенок. Это меня все-таки как-то успокаивает. Но мне кажется, когда я выйду на эту арену съемочной площадки, меня это будет, наоборот, не успокаивать, потому что я могу проиграть, а ребенок.